Всем огромный привет, с вами Алена Пестова, и сегодня на моем канале мы с вами будем изучать пигментологию пигментов для перманентного макияжа. Как работать на разных типах кожи, какое оборудование брать, какими иглами работать. Я подготовила все о размере, о конфигурации пигментов, как они делаются, из чего они состоят. Мы для вас также подготовили шкалу пигментов, вы сможете это быстренько себе забрать и пользоваться. И самое главное, научитесь читать ингредиент пигментов, поймете, что такое CI-код и для чего он, собственно, нам дан. В мире перманентного макияжа очень длительное время, уже практически 14 лет я с вами и развиваю мастеров перманентного макияжа. Почему я все-таки могу сегодня рассказывать про пигментологию? Потому что мы являемся создателями бренда Nice пигментов, являемся производителями пигментов. Мы делаем пигмент из сухого, преобразуем его в жидкое. Что такое пигмент? Первое, это, понятно, высокодисперсное порошкообразное красящее вещество, придающее материалам непрозрачность и цвет. Пигменты и красители – это вещества, которые вмешиваются в связующие составы и придают им определенный цвет. Пигменты бывают разные, органические, неорганические. Из чего делают? Давайте я покажу пример тюбиков с пигментами. Это наши пигменты Nice неорганические. Они, понятно, состоят из жидкой косметической среды, основы и косметического колоранта из пигмента сухого порошка, который смешивается, проходит через определенную машину, мельницу, получается готовый пигмент, который сегодня очень хорошо используют мастера перманентного макияжа. Из чего делают пигменты? Первое – это основа. Она бывает жидкая, густая, да, это вода, спирт, если мы будем говорить про жидкую среду. И про густую среду также поговорим, это глицерин и сорбитол. Что находится в пигментах, об этом тоже нужно знать для того, чтобы прогнозировать удаление и выход пигментов из кожи через определенное время. Пигменты состоят из пигмента самого сухого, его чаще мы называем CI-код. Она бывает органическая и неорганическая. Ну и, конечно же, вспомогательные компоненты – это экстракты, консерванты, отдушки и различные ароматы. Некоторые производители добавляют, но мы как бы на эту тему не заморочились. Какие пигменты используют в перманентном макияже? Здесь раз и навсегда нужно понять о том, что бывают органические и неорганические пигменты, а в смешении это все называется у нас гибридными пигментами. В зависимости от типа красителя пигменты для перманентного макияжа принято делить на органику, минералы и на гибридные пигменты. Минералы – это те же самые неорганические пигменты. Косметическая жидкая среда, основа, чаще это дистиллированная вода, глицерин, гомомелис, пропиленгликоль, изопропиловый спирт и бензиловый спирт мы также используем. Пигменты бывают органические и неорганические. Неорганические пигменты, в свою очередь, подразделяются на минеральные и синтетические, и органические на природные и синтетические. Color Index. Его по-другому называют CI-код. Это международная система классификации красителей, которая называется Color Index. Если мы посмотрим на эту шкалу, мы увидим с вами очень интересное подразделение пигментов. Пигмент Red 210. Это общенародное название самого пигмента. Оно там занесено в международную систему классификации красителей. Обязательно прикрепим внизу видео ссылочку, где вы сможете посмотреть, к какому подтипу относится тот или иной краситель или пигмент. Смотрите, изучайте, там их огромное количество, более 7000, насколько я помню, да, или 16 тысяч. Ну, в общем, мы даже до конца не дошли. Здесь вот регистрационный номер КС и химическая структура, которая очень часто на бутыльках написано, там, ингредиенты, состав. Указана и жидкая среда, и из чего состоит сам пигмент. Также баночки добавляют различные ингредиенты, которые влияют на срок годности. Вот таким вот образом по всем стандартам должна выглядеть упаковка. Здесь есть как хранить, вскрытие, состав, ну и, собственно, вся маркировка, которая должна быть у уважающего себя производителя. Дальше вот здесь мы видим с вами шкалу органические красители и неорганические красители. Здесь можно посмотреть, да, CI-код, они тоже указаны. Желтенький пигмент Yellow, например, у него CI-код 72095. И вниз пошли, это тоже для скачивания, пожалуйста, обратите внимание, эта история должна быть, в принципе, даже у обычного простого мастера, который пользуется пигментами, для того, чтобы вы могли прочесть, что же такое пигменты и с чем их, собственно, использовать. Самый часто задаваемый вопрос, можно ли мешать органику с неорганикой. На самом деле ничего страшного не будет, но вы должны помнить, что если вы смешиваете органику и неорганику в одном пузырьке, то вы должны все время в процессе работы перемешивать ее, потому что тяжелый краситель, пигмент будет падать в осадок вниз, что, собственно, приведет к тому, что у вас будет одна бровь сделана одним цветом,
другая бровь там через время будет сделана другим цветом. Имейте в виду, что в принципе как бы не возбраняется, но перемешивать обязательно нужно. Неорганические пигменты — это пигмент White, титаниум диоксид, диоксид титана, пигмент Red, здесь даже есть сяйки, которые покажут вам, как он выглядит. Что я могу про все эти пигменты неорганические сказать? Если мы будем разбирать неорганику и органику, неорганики по цветам этих пигментов крайне мало. Их немного, да, там красный тоже имеет разные разновидности, варьируется от темного красного до светло-красного, коричневые оттенки здесь будут также попадать. Подтонов огромное количество у каждого из этих пигментов. Желтый он тоже может быть ярко-желтым, чуть в коричневый уходить, в охру. Пигменты Green 77288, 77289, вот я даже могу их прямо здесь показать. Вот такие два цвета, 77288 и 77289. Вот эти два зеленых цвета, они выглядят абсолютно по-разному. Здесь, кстати, можно прям закрепить видео, как они себя ведут на листе бумаги. Сразу же хочу сказать, что это максимально кроющий, это более прозрачный. У них разный размер, разный помол, поэтому особенность поведения под кожей тоже будет разная. Но два разных цвета. Они оба относятся к холодным зеленым, да, еще есть, допустим, у нас в палитре цвет олива. Если вот просто даже посмотреть, мы будем видеть очень важный момент о том, что зеленые тоже бывают разных подтонов. Есть холодные зеленые, есть теплые зеленые. Они себя ведут по-разному. Если, допустим, олива — это теплый зеленый, теплый оливковый, он у нас работает с целью того, чтобы там что-то даже подтеплить иногда, то вот эти два цвета будут хорошо перекрывать красные теплые оттенки, особенно если там остатки через год, через два красного цвета. Пигмент Black Iron Oxide и есть Carbon Black, еще один цвет 77266. Также они себя ведут абсолютно по-разному в коже. Производители пигментов указывают там первую сяйку 77492. Этого пигмента в составе больше всего. Чем дальше он в ингредиентах поставлен, тем меньше его в составе. Вот здесь вот есть 77289. Его наименьшее количество, он стоит самый последний в составе. Это говорит о том, что по количеству его меньше всего в бутыльке. Carbon Black — это черный пигмент, который чаще всего используется в пигментах для татуировок. Его CI-код 77266. Это неорганический пигмент. Состав его на 99% состоит из чистой неорганики после всех этапов очищения и термической обработки. Здесь очень здорово написано о том, что и только лишь 1% в его структуре относится к органическому. Но всемирно принято единогласное решение, соответствующее всем ГОСТам. 1% — это не показатель того, что Carbon Black является органикой. Этот процент во всем мире принято считать лишь погрешностью. Изучив материал и информацию более подробно, было установлено в наших головах и в умах то, что это практически чистая 99% неорганика. Iron Oxide — это оксид железа, густой красный цвет 77499. Сложное неорганическое вещество, соединение железа и кислорода. Во всех минеральных пигментах практически добавляется оксид железа красного, да, с целью того, чтобы придать пигменту более теплый подтон. Это действительно так, это максимально яркий. Он содержится также в некоторых губных пигментах. Вот, кстати, очень много оксида железа содержится вот в этом цвете. Он очень яркий, очень кроющий, несмотря на то, что размер молекулы у него крупнее, чем у органики. Перейдем к следующему пигменту. Это диоксид титана. Белый диоксид титана практически добавляется всегда во все пигменты губные с целью того, чтобы придать этому цвету либо пастельный подтон, сделать более светлым цвет, либо уплотнить его. Практически во всех губных пигментах, которые предназначены для помадного прокраса, содержится диоксид титана. Диоксид титана бывает разного помола. Бывает мелкий, бывает средний помол и крупный помол. Крупный помол практически не используется вообще в миксах. Чаще всего мы используем для создания плотного помадного прокраса диоксид титана с помолом средним. Чем мельче диоксид титана перемалывается, тем прозрачнее он становится. Это, мне кажется, уже общепринятая информация, доступная для всех. Все знают, что при перемалывании через мельницу диоксид титана меняет свой цвет и становится более прозрачным. Он после того, как обрабатывается длительное время через мелкий бисер, действительно становится прозрачным и свою функцию уже практически не несет. Диоксид титана — это белый цвет. Он бывает
1. Раньше диоксид титана был разрешен. Сейчас по новым канонам и законам диоксид титана стал абсолютно запрещенным веществом для добавления в пигменты, в таблетки, даже в таблетках его заменили. Практически все, что белое мы видели, кремы, SPF, это все было с диоксидом титана. Диоксид титана пытались заменить. У нас все пигменты поменяли просто цвет, потому что сульфат бария, он не абсолютно белый, такой бежеватый оттенок. В общем, он абсолютно не замещает диоксид титана. Диоксид титана, все мы с вами знаем, что он не удаляется лазером, и если в составе пигментов есть диоксид титана, то после удара лучом он меняет реально либо в серый, либо в зеленый оттенок, который в последующем требуется удалять кислотными или оксидными ремуверами, химическим методом. Размер молекул Carbon Black и Iron оксида. И вот здесь на картинке вы видите кристаллическую решетку одного и кристаллическую решетку другого. Carbon Black, его CI-код, еще раз напомню, 77266. Это мелкая молекула, у Carbon Black 16, а у Iron оксида 231. Представьте, во сколько раз Iron оксид по размеру больше, чем Carbon Black. Ну и соответственно, из этого, из всего, все мы с вами знаем, что Carbon Black — это мелкая молекула, которая быстро и легко имплантируется в кожу, вообще беспроблемно, любым типом оборудования, длинноходами, короткоходами, без разницы. А у Iron оксида крупная молекула, и для того, чтобы его имплантировать под кожу, требуется более мощное, более длинноходное оборудование для того, чтобы сделать это беспроблемно. Эти два пигмента ведут себя под кожей абсолютно по-разному. И вот здесь давайте развеем миф. Почему минеральные пигменты меняют свой цвет? Во-первых, понятно, это кристаллическая решетка. Вот лежит кусок железа на берегу Индийского океана. Моя любимая прям фраза. Что будет с куском необработанного железа через год? Какого цвета станет металл? Он будет превращаться в труху в связи с тем, что он меняет свою валентность. А ржавчина, труха из твердого будет переходить в что-то воздушное. Соответственно, то же самое происходит у нас под кожей. Когда пигмент доставляется под кожу, через определенное время он меняет свою валентность, и чаще всего вот этот вот Iron оксид выходит через оранжевый красный подтон. В связи с этим много мастеров сегодня говорят о том, что почему там какие-то пигменты, особенно пятерка наша минеральная, почему она выходит в красный. Конечно, потому что, во-первых, она состоит по большей степени из красного цвета, потому что это теплый подтон, и выходит, понятно, тоже через красный. Здесь я вообще ничего страшного не вижу, во-первых, потому что это можно легко отщелкать лазером без изменения цвета, и можно легко перекрыть более плотным оттенком, любым оттенком, можно не перегружать кожу. А у Carbon Black совершенно другая кристаллическая решетка, и его страшилка заключается в том, что Carbon Black очень мелкий, он дает диффузию в ткани. И если мастер без большого опыта работы начинает долбить, как мы любим это говорить, кожу, происходит такой очень интересный момент. Пигмент начинает растекаться. Он очень глубоко может попадать в более глубокие слои кожи. Он, особенно если мы работаем на глазах, может паутинкой по сосуду пробежаться, расплываться в коже, ввиду того, что он действительно очень мелкий. У него такой же размер, как у нашего лейкоцита. Собственно, они как два друга. Очень быстрая диффузия, быстрое имплантирование. И очень многие мастера из-за этого его боятся. Под разными типами кожи светится абсолютно по-разному. Это холодный цвет, черный цвет, холодный цвет, и под кожей он считывается на холодной коже еще холоднее. Зачастую, если очень глубоко уложен, это синий оттенок. Но это же не говорит о том, что там синий пигмент лежит. Это просто фильтры кожи, которые делают свое дело. Мы не можем обойтись на сегодняшний день без Carbon Black, потому что это самый стойкий, самый плотный цвет. Это действительно пигмент, который при правильном соотношении дает плотность цвета. Да, холодный, на то и существует колористика. Это следующая тема, которую мы обязательно с вами обсудим. Подписывайся обязательно на наш канал. Смотрите в следующих уроках обязательно пигментологии. Я расскажу там, как перекрывать, как делать миксы из холодных в теплые. Ни один из этих CI-кодов, ни Carbon Black, ни Iron оксид не является какими-то страшными. Очень важно понимать просто структуру, механику имплантирования, и тогда не будет никаких проблем. На этой картинке сейчас показана такая вот шкала простая, чем мы работаем, когда работаем, допустим, Carbon Black и когда мы работаем Iron оксидом. Очень многие мастера сегодня, у них вот прям в общественных чатах стоит вопрос. Я взяла минеральный пигмент, а он не уложился. Стоит помнить о том, что у кожи тоже есть свои входные ворота, и очень важно, каким инструментом вы будете имплантировать пигмент в разные типы
кожи. Очень часто не получается минеральный пигмент имплантировать у мастеров, которые с небольшим опытом, у которых один тип оборудования, чаще всего это что-то среднеходное с длиной хода 2,5-3,0. И у тех мастеров, у которых нет понимания того, что типы кожи и толщина кожи бывают абсолютно разные. Вот для толстой кожи эта картинка как раз-таки отвечает нам на все вопросы. Толстая кожа, берешь длинноходное оборудование с длиной хода от 3,5, в данном случае это кобальт, либо если ты работаешь на тонкой коже, то берете гибридные пигменты и можете, так скажем, укладывать их довольно-таки простыми ручками с длиной хода 2,5, 2,0 до 3,5. Здесь очень важно понимать о том, что ориентироваться на запрос клиентов. Если у женщины запрос «я хочу брови, которые через год уйдут в ноль», то да, мастер должен использовать минеральные пигменты, правильно там подбирая цвет, давать правильную консультацию, чтобы не получить там через год негативный отзыв о том, что я сделала и заплатила 15 тысяч рублей мастеру, а мои брови вышли в ноль. Всегда уточняем, какой запрос, какие брови вы хотите видеть. Минеральные пигменты, когда мы их укладываем в кожу, они имеют такие натуральные, природные, подтоны цвета при заживлении. Это ореховые, теплые коричневые. Чаще не будут такими агрессивными, яркими, как мои брови. Да? Мои брови сделаны там нашими гибридными пигментами, в составе которых Carbon Black. Вот если клиент ваш хочет насыщенные яркие брови, то да, ваша задача, конечно же, отрабатывать гибридными пигментами, в составе которых содержится пигмент Carbon Black с CI-кодом 77266. Если это женщина, которая хочет сделать максимальный лайт, то, конечно же, лучше использовать минеральные пигменты. Ну и также стоит помнить о том, что существуют разные техники. Минеральные пигменты. Задача каждого мастера укладывать слишком плотно, насыщенно, чтобы увидеть хоть какой-то цвет. Но также стоит помнить о том, что в гибридных пигментах Carbon Black 77266, в котором содержится, есть техники легкого нанесения цвета, которые тоже могут создать легкие насыщенные оттенки. Не обязательно укатывать гибридные пигменты в малину, как у меня сейчас на бровях. Это можно сделать гораздо спокойнее. Но вот просто очень многие мастера, всегда привожу примеры из общих чатов, они говорят, у моего клиента вот такой запрос. У меня 4 пигмента там минеральных от компании AP Group. Nice. Там такой цвет. Какой мне цвет взять? Ну, возможно, вы не попадете под запрос клиентов, если у вас там в обиходе только минеральный пигмент. Всегда нужно иметь и то, и другое для того, чтобы варьировать с выбором. Пигмент Absolute — это 2 черных в составе, Carbon Black и Iron Oxide. Для чего мы его сделали? Для того, чтобы, во-первых, у него очень хорошая текстура, он не течет, во-вторых, его мы добавляем в брови, в основные цвета, в минеральные, с целью того, чтобы удержать минеральный цвет через год и чтобы он не выходил там через красный. Для этого и существует, для создания плотности цвета, для коррекции цвета, для того, чтобы мастер мог там уплотнить тот или иной цвет, который есть в запросе. Есть вот машинки разные, пигменты. Если вы преподаватели, если вам нужна эта настольная рукопись по составу пигментов, скачивайте учебное пособие, пользуйтесь и радуйтесь. Нет в этом мире ничего плохого. Есть неправильный главнокомандующий у руля, который не понимает, что взять. Какой запрос, не может считывать, не может вести консультации правильные. Отсюда и все страдания в дальнейшем. Выход цвета неправильно, обвинение там компании, которые это создают. Мы создаем все. Есть запрос минеральные пигменты. Ловите чистые минералы. Но вы все должны понимать, что это не панацея. Не нужно, как овечки, да, вот двигаться только в одном направлении, как бы это грубо сейчас не звучало. О, там топы пошли за минералами, и я туда же. Возможно, ты живешь в том краю, которым вообще минералы не подходят. Есть вот, допустим, афроамериканки, которым минералы вообще бесполезно укладывать. У них только основа, в составе которых Carbon Black 77266. И это мы должны понимать. Мы как производители заботимся о всех народах мира.